Ну шо, всем по привету, ребята, с вами Руслан на связи. Сегодня у нас новость молния, да, записываю это 15 мая 2024 года. Что могу сказать? То, что выплаты украинским беженцам, которые проживают в государственном жилье, в государственном, да, размещении, то есть теперь приравняют всех, то есть все будут теперь получать одинаковую ставку в 38 евро в неделю, то есть не только новоприбывшие, но и старые, да, украинцы, которые живут уже в отелях кто год, кто два и так далее. То есть сейчас мы всю эту новость разжуем, посмотрим, да, почитаем и подумаем наперед, что же ждет украинских беженцев в будущем, то есть что же всех ждет в марте 2025 года. Не забываем про спонсорство, нажимаем «Стать спонсором», подключаем подписку «Друг». И если вам нужна моя консультация, то я веду их только после того, как вы становитесь моим спонсором, то есть спонсором этого канала. И тогда без проблем любые консультации, любые номера телефонов, любые, да, мои какие-то мысли. Если я знаю ответ, то я обязательно отвечу вам на ваш вопрос. Также будет эксклюзивное видео каждый месяц, а может даже и по парочку в месяц буду выпускать для спонсоров канала. Первое видео будет в конце этого месяца, оно будет про водительские права в Ирландии. Как вы знаете, я сдаю все с нуля. Я уже сейчас буду вот в этот четверг буду сдавать уже еще два будет у меня обучающих, да, урока по вождению. В видео я конкретно расскажу, кому нужен русскоговорящий инструктор, как связаться с этой автошколой, сколько она стоила, да, то есть все моменты, которые вам нужны, то есть всю информацию, если вы тоже хотите, например, получить здесь ирландские водительские права, но английский, с английским вам плохо, да, то есть вы плохо его знаете, и вам обязательно нужен будет русскоговорящий инструктор, чтобы он смог вас, да, поднатаскать. Вот, если вам нужна эта информация, пожалуйста, становитесь спонсором моего канала, и я запишу ролик, где укажу все координаты, да, все ссылочки и на социальные сети этой автошколы, и конкретно инструктора, то есть вы получите полный комплекс развернутой информации, которая очень полезна, и на просторах интернета вы ее нигде не найдете. Так что становитесь партнером моего канала, спонсором, вместе, как говорится, мы будем покорять эту прекрасную страну под названием Ирландия. Каждому спасибо за подписку. Сразу хотел бы успокоить тех людей, всех, кто живут по программе ARP, это не касается. То есть, потому что уже было написано, что 99% скажу вам, что ARP это не будет касаться, чтобы сразу люди, которые живут по ARP, успокоились. Также советую всем распространить этот ролик, да, отправить своим друзьям, близким, которые уже в Ирландии, чтобы они были в курсе, да, либо которые собираются приехать в Ирландию. Конечно, обязательно вы должны отправить мой ролик, чтобы они посмотрели и понимали реалии, да, чтобы они снимали розовые очки, снимали шапочку вот эту из фольги, да, и понимали, куда они уже приедут, потому что уже те комфортные условия, которые были в 22 году, ну, можно сказать, еще в 23 году тоже были шикарные, да, но уже в 24 они будут уже не такие шикарные, и с каждым месяцем, поверьте, чем ближе будет к 25 году, к марту, да, к концу защиты, тем условия будут все, как говорится, все плюшки, все бонусы будут снижаться к нулю. Нормально это или нет? Напишите в комментариях, как вы считаете, хорошо, что Ирландия начинает, да, убирать все выплаты, бенефиты, сокращать, всех уравнивать, то есть и дальше это, ясное дело, будет идти на убыль. Либо все-таки должны они оставить все как есть и помогать дальше, потому что война еще не закончилась. Интересно ваше мнение, почитать в комментариях, ваши за, против, ваши какие-то конкретные мысли, да, размышления на этот счет. Ну, теперь конкретно, да, к повестке, к новости, да, которая вышла. Смотрите, правительство, да, Саймона Харриса, ну, они там все вместе, министры собрались и подсчитали, что 27 тысяч украинских беженцев, ребята, которые сейчас находятся в Ирландии по временной защите, в течение 3 месяцев, то есть у них будут снижены выплаты. Вы понимаете, то есть в течение 3 месяцев, то есть 12 недель будет рассмотрение всего этого. И на любом из этапов
уже будут какие-то, они выпускать какие-то обновления, понимаете? И кое-что еще, вы должны обязательно дослушать до конца, досмотреть это видео, потому что это заседание не только по украинцам, а вот у меня официальная досылочка, это общая будет ситуация по всем беженцам, которые приезжают по и временной защите, и которые приезжают по международной защите, да, и просят убежище. То есть тут рассматриваются общие комплексы, да, по всем беженцам. То есть украинцы просто сейчас как в отдельную, да, их в отдельную, как говорится, форму, потому что мы по временной защите, тут чуть-чуть разные параметры, да, то есть украинцы сейчас более у них привилегированные, да, стандарты, то есть им дают больше, чем те, кто по международной защите. Ну, как я понимаю, потихоньку, не спеша уже всех будут уравнивать. И смотрите, 27 тысяч украинских беженцев в течение 3 месяцев, как я понимаю, вот сейчас 15 мая, да, я записываю видео, вот начиная, грубо говоря, давайте с июня, да, я понимаю, что до августа они уже по-любому решат что-то и примут. То есть в прямом смысле и на каждом из этих этапов, то есть месяцев, там, в июне что-то выкатили какую-то новость, потом в июле и в августе уже все это допилили, да, дорешали. То есть 12 недель они будут все это решать. И вот написано в течение 3 месяцев после решения Кабинета министров. То есть вы понимаете, что 27 тысяч, кто-то задаст вопрос, а кто эти люди, да? Тут внизу описывается, кто это. Сниженные выплаты будут применяться к украинцам, которые не работают и живут в так называемом предоставляемом государством жилье с обслуживанием. Что такое подразумевается обслуживание? Пишется дальше. Например, в гостинице, где предоставляется питание. Понимаете? Вы слышите, внимательно слушайте, что написано. Обратно это просто пока есть, да, еще статья, то есть это еще не официальная информация. Ясно дело, все может измениться, но посыл уже понятен. То есть, смотрите, те люди, которые живут в жилье от государства, это я вкратце, да, чтобы вы понимали, от государства, это уже 100%, их будет касаться просто уже все, ребята, если вы сейчас смотрите это видео, то понимаю, и вы живете на таких условиях, то есть вы живете, например, в отеле, и вас там кормят, то все, вы будете получать вот через 3 месяца, да, смотрите, 38 евро, 80 центов на взрослого и там как 29, если не ошибаюсь, евро, да, на ребенка. Все. Кто-то задастся вопросом, ну мы же платили, да, за это по 10 евро с взрослого и по 5, если не ошибаюсь, с ребенка. Да, но теперь, если вы будете получать 38 евро 80 центов в месяц, то просто вы будете на обеспечении правительства. Государство теперь будет за вас платить вот эту вот плату. Все. То есть вы приравниваетесь к тем, кто приезжает сейчас, с марта 2024 года. Вы понимаете, да? Теперь всех, то есть новоприбывшим ввели такие правила, да, что... А теперь и староприбывших тоже переводят на такие правила. Просто пока их не выселяют с отелей, да. Ну, как я знаю, уже многие гостевые дома, отели и так далее, им не продлевают уже контракты, и людей расселяют уже куда попало. То есть разделяют и семьи, и друг, подруга и так далее. То есть всех уже расселяют куда есть место, потому что потихоньку люди все понимают, отели и так далее, они понимают, что это не будет вечно, и потихоньку пытаются уже начинать обычный, да, ритм жизни, потому что рано или поздно все плюшки закончатся. Еще раз, те, кто живут в государственном жилье, размещении, и где вас кормят, где вы полностью живете бесплатно в жилье и бесплатно вас кормят, то есть, ну, как бесплатно, вы платите, да, но образно считается, что, ну, вы обязаны платить, да, за еду. Но теперь вы не будете платить за еду, вы не будете платить так, как не платили за жилье, но теперь ваши выплаты будут там не 232 евро, да, в недельку, как все привыкли, так хорошо, так смачно получить котлетку эту, да, но теперь будет новые реалии, у вас будет 38 евро 80 центов. Все. То есть почитали, уже мы вверху, мы уже посмотрели, что около 27 тысяч украинских беженцев это будет реализовано, да. Так что готовьтесь, все, кто читает эту новость, будьте, как говорится, на чеку и уже себя обезопасивайте. И ищите либо жилье по программе ARP. Как я понимаю, ARP пока не будут трогать, но обратно же еще официальных заявлений нету, это просто так, ну, из
тех, да, источников, которые я читал, то есть ARP пишет, что трогать пока мест не будут. Но вы понимаете, все может измениться и все может поменяться. Так что пока есть у вас выход искать жилье по программе ARP, либо самим идти работать и самим снимать, да, любое жилье в рент, то есть там комнату, квартиру, либо дом. Теперь пройдемся дальше по цифрам, да, потому что это интересно. Смотрите, почти 47 тысяч украинцев живут в государственном жилье, именно в государственном. Ну, смотрите, есть такие хостелы переделанные, да, и там позволяют людям готовить самим. То есть их не обязывают платить за питание. Вот их это не коснется. Видите, 46, почти 47 тысяч, да, украинцев живут в государственном жилье. Но, как вы видите, новые правила будут касаться 27 тысяч, потому что 27 тысяч именно живут, именно в прямом смысле, ну, в государственном жилье бесплатно, и их там кормят. Вы поняли, да? А остальное, если отнять там, да, 47 минус 27, вы найдете разницу, и вот этих людей не будут касаться эти нововведения, ну, пока есть, как тут написано. То есть, потому что, как я понимаю, они живут бесплатно, да, тоже там, в каких-то монастырях и так далее, переделанных. И там у них есть кухня, и они могут сами готовить. То есть, их это не коснется. Следующие, да, данные, которые интересны, смотрите, по программе ARP сейчас живет 19, ну, мы округляем, 19 тысяч украинцев. Как видите, тут написано, да, что и на них это пока не повлияет. Но обратно же, это еще не официальные источники, это просто пока то, что заявили, да, там, на общем собрании, то есть официально нету. Но, как видите, тоже большое количество людей живет по ARP. 19 тысяч это немало. И их пока это не коснется. Следующий момент, да, это то, что написано, что, видите, я немножко ошибся, написал, что 90. Говорят, что сейчас в стране находится 80 тысяч активных PPS, да. То есть в стране, вообще страна дала уже больше там, наверное, 105 тысяч, да, именно от этих желтых листов, то есть защиты. Но не забываем, что люди перемещаются. И вот активных украинцев, беженцев, которые находятся, да, в стране, в Ирландии сейчас 80 тысяч. Они приезжают, уезжают, и, ну, получается такая, да, миграция. То есть как-то так. Следующий момент. Всего 521 украинец, прибывший с 14 марта 2024 года, проживает в социально отведенных для этого местах, размещениях и получает льготную финансовую поддержку в размере 38 евро 80 центов в неделю. Как вы понимаете, поток стал меньше, и многие уже приезжают сразу по разным, ну, наводкам, да, то есть там родственники, друзья помогают сразу найти жилье по ARP, либо снять, и то есть многие даже не заезжают в эти распределительные центры. Как видите, не слишком много в этих центрах проживает людей. Все-таки многие уже обустроены и живут себе, да, какой-то, ну, уже такой отлаженной жизнью. И вот уже первый пласт этой отлаженной жизни, то есть 27 тысяч, будет уже немножко, да, немножко их, конечно, подвинуть, немножко уже сделать им не такие комфортные условия. То есть они теперь будут получать всего лишь 38 евро в неделю. Ну, пока не сейчас, вот в течение 3 месяцев мы ждем, да, в любой из месяцев, в любой из дней, поверьте, может выкатиться обновление, и правительство может решить с этого дня все вот так вот мы делаем. То есть, ну, я уже говорил о том, что не нужно никаких иллюзий, не нужно молиться, да, и говорить: о, святое ARP, поверьте, святое ARP, ну, я так ее называю, это просто супер программа, да, я не знаю, таких аналогов просто нету, и как одна женщина написала, да, в Телеграме, отчитал. Ну, а как же? Для ирландцев же есть программа Hub, а вот для украинцев ARP. Почему ее будут отменять? Панночка, я извиняюсь, а что ви зробили для країни Ирландия? Вы платили налоги? Правильно вы сказали, что программа Hub для ирландцев. То есть, потому что его дед, прадед, и он платил налоги, он строил, подымал эту страну. И вот, если у него что-то не получается, да, в жизни, вот и мы помогают, потому что он вложился, он родился, он является гражданином этой страны. Извините, ну, а мы все украинцы, мы здесь на временной защите, мы, большинство из украинцев, дальше, если я, кстати, это скажу, всего лишь 18 тысяч трудоустроенных, не хватает того, да, бэкграунда, чтобы для нас эту программу оставили навсегда. Вы поймите это. Я не понимаю, почему люди не могут понять, что и ARP тоже.
Ясно дело, может быть какой-то переходной период, сделать какой-то еще там бонус, может еще какой-то годик, полгодика добавить после защиты. Это понятно, чтобы людей всех не выгнать. Вот как сейчас, вы видите, понемножку. 27 тысяч еще коснется. Поверьте, из этих 27 тысяч какой-то пласт уедет, поверьте, еще какие-то там, может, 5 тысяч. Потом еще затронут остальных, да, еще уменьшат. То есть еще и так потихоньку, понимаете, это называется теория Дарвина, понимаете, в прямом смысле выживает сильнейший. Тот, кто приспособился, тот, кто за 2-3 года смог найти работу, выучил язык там и так далее. То есть смог как-то социализироваться. А те, кто просто лежали на печи и ели калачи 2-3 года, ну, они не смогут уже, все. Понимаете, что человек к хорошему очень быстро привыкает. А плохое, оно всегда некомфортно. И многие люди пойдут, возможно, в Германию, там еще куда-то. То есть, понимаете, поток людей, он всегда будет двигаться. А вот насчет вот этого, да, вот видите, что обновили, да, реестр и обратно 18 тысяч. Я помню, записывал видео, было 17. То есть не так много увеличилось тех людей, которые пошли работать. Понятное дело, что чем больше будет убираться, да, какие-то бенефиты, то есть какие-то программы, то есть, ну, сужаться будут выплаты, люди будут, конечно, искать очень стремительно работу, искать ARP, но обратно же я еще раз повторяю, я не договорил, да, и ARP не может быть просто, как вы не можете понять, для сирийцев, там, не знаю, аргентинцев и всех остальных афганистанцев, иракцев, ливийцев, кто сюда только не приезжает, да, для них нет таких программ. Есть международная защита, вы на нее подаетесь, вам дают размещение и так далее. То есть тут другой путь. И поверьте, для украинцев не оставят именно отдельно ARP. Потом все будут переходить либо на международную защиту, либо будет какое-то упрощение сделают, да. Ну, такую программу ARP, где просто тебе пожизненно будут платить 800 евро, да, за размещение и без налогов. Вы знаете, что ирландцам это выгодно, потому что эти средства, которые платит им government, то есть правительство, оно нигде не учитывается. То есть в прямом смысле это в прямом смысле бонус, знаете, такой наличкой просто дали, где никто ничего не знает, как будто их нету. То есть в прямом смысле вы подаетесь на какие-то там программы, ирландцы там, или там у них проверяют их доходность, да, там, например, на medical card. То есть вот эти вот деньги не учитываются. Это в прямом смысле бонус за размещение, за то, что вы живете у них в гостях. Это главное, в гостях. То есть вот такие вот дела. Вот официальное заявление, да, правительства. Здесь вы можете, тоже оставлю ссылочку, вы почитайте, и тут именно указано, тут конкретно про всех беженцев. Я уже вначале говорил, что будет рассмотрено общее, то есть будет про всех. Просто украинцы немножко выходят из общей, да, картины, потому что у нас другие более привлекательные условия, но потихоньку они будут снижаться. Мое мнение такое, что к 25 году, к марту, да, к концу, конечно же, всей этой защиты, продлевать ее в таком формате уже не будут вот, в 100%, потому что пройдут выборы в Европарламент и в каждой стране, и в Ирландии будет, да, поверьте, а чтобы продлить эту директиву, ну, по-настоящему от Евросоюза, то есть должны все проголосовать. Вы знаете, что в Евросоюзе принимается коллективное решение, то есть все едино должны проголосовать. Я сомневаюсь, что проголосуют все едино, чтобы продлить такую именно программу, да, эту временную защиту, temporary protection в таком формате уже нет. Мне кажется, просто дадут какое-то там, ну, разъяснение, да, какое-то там дополнение к этой программе, могут проголосовать, и что каждая страна уже будет сама решать, на каких условиях. Все, вот это вот реально. Давайте подытожим, что нас ждет. Ждет всех в течение 12 недель. Будет полное решение по беженцам, по украинским беженцам и по международной защите. Уже известно точно, что это коснется. 27 тысяч украинских беженцев это должно точно коснуться. То есть тех, кто живет сейчас, еще говорю, в отелях и в любом другом государственном жилье, размещении, где вас кормят, где вы живете бесплатно и питаетесь, то вы будете получать 38 евро. Ну не сейчас, а в течение 12 недель все будет решено. Когда, с какой даты, на каких условиях и так далее. Если вы живете в государственном жилье и сами готовите себе кушать, то вас это не должно пока коснуться. Но это еще не окончательно. Если вы живете по ARP, вас тоже не должно пока это коснуться. Обратно же,
все подробно мы узнаем в течение 12 недель. То есть к августу месяцу мы должны узнать, что для всех украинских беженцев приготовило ирландское правительство. Всем хорошего дня, мирного неба, настроения, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно у нас еще будет очень много полезной и нужной информации про Ирландию. Всегда на связи.